Козероги, всем привет, всем доброго времени суток, меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. Для вас снимаю ваш Таро прогноз на январь 2023 года. Будем с вами смотреть, анализировать, взвешивать, делать выводы, смотреть, какие события вас ожидают уже, так сказать, в следующем году. Помогут нам в этом сегодня парные колоды, викторианский Таро и викторианский Ленорман от Таро Studio. Именно они нам раскроют этот событийный ряд. Расслабьтесь, настройтесь на расклады, на получение информации, будьте нацелены на позитив, и мы посмотрим, что же вас ожидает в течение последующего месяца. Общие энергии, что ждет в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни и совет от карт. Так, арканы перед вами. Надеюсь, они вам видны. Приступим. Общая энергия месяца у вас падает двойка жезлов. Аркан, который говорит о ситуации двойственности. Успеть все и сразу. Ухватиться за несколько возможностей. Ухватиться за несколько вариантов или вариаций развития события. То есть, это чисто по козерожье. Знаете, как все себе. Я себя не обделил. Поэтому действительно здесь будете озадачены многовариантностью. Причем по двойке чаш у вас это будет касаться вопросов партнерства и сотрудничества. Конечно, в первую очередь партнерство личного характера. Для кого-то быть или не быть, для кого-то развивать, не развивать и переходить на следующий уровень. Но для тех, для кого личная жизнь стабильная в принципе не интересует, то здесь это может быть ситуация нового партнерства, делового, дружеского, социального, которое даст вам положительные изменения в жизни. Если смотреть вопросы работы, пятерка мечей в данном случае, конечно же, как негативный аркан, может указывать на сокращение, на увольнение, на потерю работы. Но в большинстве случаев в связке, в совокупности арканов, эта карта указывает на период безработицы по причине отпуска, отдыха, больничного листа. То есть здесь как отсутствие взаимодействия с кем-либо. Конечно же, мы этот аркан уточним и посмотрим для каждого из вас. Итак, в первую очередь для тех, кто у нас не работает и работать не может, то здесь пятерка мечей и королева пентаклей. Тут нет никаких подработок, здесь нет нового источника дохода, это жить на накопленные ресурсы, а также рассчитывать на помощь от женщины земной стихии, телец, дева или козерог. Или для кого-то данный аркан может отыгрываться как мать, супруга, может быть родственница, которая вас поддерживает материально. Если вы у нас ищете работу, то пятерка мечей и король жезлов – это вопрос осознания собственной ценности. И уже идет смена планов, смена приоритетов. Идет не желание работать по найму, а реализоваться самостоятельно, открывать что-то свое. Поэтому вся ваша энергия будет направлена в это русло. Или стать независимым экспертом или мастером по услугам. Но основной посыл – не хочу никому подчиняться, не хочу терпеть субординацию. Если вы у нас наемный сотрудник, то пятерка мечей и маг. Опять же, для многих это желание уйти на вольные хлеба, а для кого-то это будет вообще кардинальная смена руководства. Потому что пятерка мечей и маг – это новое начальство, новые руководители, новое окружение. Или может еще идти кардинальное изменение условий труда. Допустим, вы выполняли проекты самостоятельно или с кем-то, то здесь могут дать наставника, потому что помогу обычный человек, который вас контролирует. Если же у вас свой собственный бизнес, пятерка мечей, шестерка чаш, здесь это отдых, это акцент на семью, это акцент на поездки на родину, это предаваться ностальгии, воспоминаниям, восстановлению, но никак не работе. И еще пятерка мечей, шестерка чаш, это может быть как ставить жирную точку во взаимодействии с прежними партнерами, сотрудниками, какими-либо корпорациями. То есть здесь для вас это как вопрос очищения, искать альтернативу и выстраивать дела по-новому. Финансовая сторона вопроса по королю мечей. Но у вас стабильно это получение денег из официальных источников, то есть, допустим, ваш официальный оклад, премии, бонусы, может быть, социальные выплаты, но не более того. Для женщин может отыграться как финансовая помощь со стороны мужчины воздушной стихии, весы, близнецы, либо водолей. Для мужчин это может быть какой-то новый бизнес-партнер, который проинвестирует в какое-то ваше мероприятие, ваши какие-то новые инновации, вольется финансово. Но, видите, это как взаимовыгодное начало. То есть ситуация здесь для вас стабильна и успешна. Вопрос о здоровье.
Туз Пентаклей. Замечательный аркан, карта плодотворного восстановления, укрепления состояния здоровья. Но по тузу Пентаклей это за счет все-таки приема каких-либо препаратов. Начиная от лекарственных до приемов БАДов, витамин по рекомендации вашего врача. Потому что, видите, туз Пентаклей, десятка жезлов, это когда организм уже фактически на износе. Нужно что-то менять. Особенно это касается у тех, у кого, может быть, сидячая работа, сидячий образ жизни, потому что туз Пентаклей и десятка жезлов могут быть проблемы со спиной. И еще это касается тех, у кого наоборот очень тяжелый труд, допустим, вы грузчик, потому что здесь карты могут указывать на наличие протрузий. Поэтому обратите, пожалуйста, внимание на вашу спину. Если смотреть вопросы личной жизни, ну, по Луне, знаете, как все туманно. Все туманно, как на Альбионе. Ну, давайте посмотрим с точки зрения личной жизни для тех, кто у нас свободен. Что здесь? Страхи, переживания, неискренность. Что здесь? Ну, по пажу мечей это постоянная боязнь обмана. Недоверие, это боязнь, что вас предадут, обман. Поэтому тут не успели познакомиться, уже будете на человека шить досье. Кто что родился, жил, чем занимался. Ну, то есть опись, протокол по всем фронтам. Потому что здесь это вот тотальное недоверие, желание прощупать почву, себя в чем-то обезопасить и быть уверенным в том человеке, с которым вы пытаетесь отношения выстраивать. Но спросила, есть ли вероятность знакомства по тузу мечей? Да. Причем человек, который цепляет вас своим менталом, своим интеллектом, своими взглядами на жизнь. То есть, знаете, как говорю, по Ваньке шапка. То есть человек действительно вас заинтересует. И если вы находитесь в любовных треугольниках, то Луна и четверка мечей, это может быть желание отдохнуть друг от друга. Чтобы понять, есть ли здесь в этих отношениях самообман, стоит ли доверять партнеру или партнерше, ну и в принципе на что здесь рассчитывать в этом союзе. Потому что, видите, по аркану башня все может здесь рухнуть в ту же секунду. Поэтому, знаете, здесь желание пока отойти от этого общения, от этих отношений. Если вы в стабильных связях, то по восьмерке мечей ситуация неизменна. Как были в отношениях, так и останетесь. Более того, закрывать глаза на какие-то недочеты, может быть, на какую-то мелкую ложь, нечестность или неискренность. Потому что здесь будет попытка самостоятельно разобраться с переживаниями, страхами или поведением вашего партнера или партнерши. То есть играть в роль, повторюсь, человека, который ничего не видит, ничего не слышит, но вместе с тем, зная вас, докопаетесь до истины. Спать не ляжете, но будете собирать информацию. Совет. Ну, у вас даже на совет падает солнце. Солнце — это всегда пролить свет, это внести ясность, это внести коррективы. Конечно же, в плане рекомендаций это совет больше отдыхать, восстановить силы, напитаться энергией. Это больше внимания на себя, в первую очередь на здоровье, на раскрытие ваших потенциалов, ваших талантов. В прямом смысле слова, сияйте, займитесь собой, займитесь внешностью, займитесь взаимоотношениями с людьми. Все то, что вас напитывает с точки зрения энергетики, что вам позволяет излучать тепло, добро, оптимизм и поднимает ваш тонус. Поэтому это ваша задача номер 1 на январь месяц. Ну, в принципе, рекомендация по Солнцу – это ценить себя и осознать, что это как сокровище, как дар богов. Потому что Солнце – это как свет, тепло, наивысшая ценность. Неожиданность у нас падает дерево, плетки всадник. И здесь у нас крест. Важная ситуация, кармическая ситуация. Итак, для многих по этим картам must have. То есть проблема номер 1 – это все-таки будет тема здоровья. Потому что дерево, метла и всадник – это проблемы, связанные с мигренями, головные боли, может быть нарушение зрения. Это, в принципе, знаете, как у кого-то неврозы или закрытые стрессовые состояния, которые вы пока еще не осознаете, но с которыми придется разбираться, потому что это ваше состояние будет давать влияние на весь ваш организм. Если брать с точки зрения личной жизни, то дерево, метла и всадник – это ссоры, склоки, это выяснение взаимоотношений из-за каких-то новостей. Почему? Потому что здесь ситуация, которую вы замалчивали, да, крест, я вам показывала одну колоду, но очень важная, очень значимая. Это как вымести ссор из избы. Это как
избавиться от проблемы, это провести диалог, это решить что-то конструктивно. Но и с точки зрения работы, дерево, метла и всадник, для кого-то это переход на новую работу, для кого-то это, в принципе, зачистить свое пространство. То есть те люди, с которыми вы работали длительный период, возможно, отказаться от их услуг, помощи или взаимодействия с ними, и им об этом заявить. Вот такой расклад на январь. Мы, конечно же, для вас все закрываем позитивными арканами. Пусть в вашей жизни будет только солнце, пусть в вашей жизни будет радость, будет любовь, будет гармония. Пусть сама Вселенная вам улыбается, и пусть осуществляются все ваши самые заветные мечты и планы. Вот таким вышел расклад. Верю в то, что информация вам будет во благо. От вас по прошествии периода жду обратной связи, поэтому не забудьте черкнуть. Вас благодарю за внимание. С вами не прощаюсь и до новых встреч.